Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в ваших повседневных расходах в Германии и каким новым финансовым изменениям со стороны государства стоит подготовиться, чтобы заранее понимать их влияние на семейный бюджет. Июль принесет целый пакет реформ, которые напрямую затронут многих жителей страны. Начнем с важных тем для миллионов автовладельцев. Правительство отменяет временное налоговое послабление на топливо, из-за чего розничные цены на бензин и дизель на заправках могут довольно-таки сильно вырасти. Также мы с вами посчитаем, сколько теперь будет стоить заправить полный бак, кого эти изменения затронут сильнее всего и как на дорогах меняются правила, связанные со списанием штрафных баллов, а также сроки хранения информации о нарушениях. Во второй части выпуска вас ждет подробный разбор налоговых новшеств. Приближается важный срок подачи декларации, но для 11,5 миллионов граждан вводится долгожданное упрощение. Отчитаться перед налоговой службой Финансамта теперь можно будет буквально одним кликом в смартфоне через приложение. А дальше меняются правила для интернет-шоппинга. Любые онлайн-покупки стоимостью до 150 евро из стран за пределами Евросоюза с июля становятся дороже из-за фиксированного таможенного сбора в размере 3 евро. А под занавес еще серьезные изменения для получателей социальной помощи. Знаменитое ваше пособие Bürgergeld преобразуется в новую систему Grundsicherung и одновременно меняет правила учета личных накоплений, включая инвестиционные фонды и ETF. Вы, друзья, узнаете, какие меры предусмотрены при пропуске обязательных встреч, сколько же денег теперь разрешено оставить в зависимости от возраста и как на этом фоне изменятся выплаты для 21 миллиона немецких пенсионеров, чьи пенсии официально вырастут, напомню, на 4,24%. Также, друзья, затронем и другие июльские изменения от повышения почасовых ставок в сфере ухода до новых правил утилизации одноразовых вейпов на кассах магазинов, законов об охоте на волков и старт летних школьных каникул. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, срок действия временных налоговых послаблений на энергоресурсы полностью, друзья, истек. И государство возвращает стандартные ставки сборов на ископаемое топливо. Но на самом деле такая отмена скидки может привести к подорожанию каждого литра горючего примерно на 15-22 цента. Для обычного работающего человека, который, друзья, ежедневно проезжает десятки километров по автобанам до работы и обратно, это означает дополнительные расходы, которые могут достигать, внимание, 50-70 евро в месяц только на заправку автомобиля. Окончательное завершение, друзья, государственной поддержки на АЗС возвращает немецких автомобилистов к обычным рыночным условиям. 30 июня официально истекает последний день действия знаменитой скидки на топливо, которая на протяжении 2 месяцев, вы знаете, помогала сдерживать рост расходов для миллионов граждан. А я все же напомню, что эта временная мера была введена Бундестагом еще в начале мая, когда из-за нового обострения конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли, что соответственно отразилось и на стоимости топлива в Германии. Но благодаря временному снижению энергетического налога каждый литр бензина и дизеля на заправках тогда обходился водителям почти на 17 центов дешевле. Но, как мы с вами все-таки видим, жизнь идет, и срок действия этой меры подходит тоже к концу, и уже буквально вот с июля расходы на заправку полного бака вновь увеличатся. Но, впрочем, эксперты Национального автомобильного клуба АДАЦ отмечают интересную такую рыночную особенность. В течение всего июня розничная стоимость топлива в Германии постепенно, вы знаете, снижалась даже без дополнительных решений со стороны властей Мерца. Если же мы с вами посмотрим сегодня на актуальную статистику, становится ясно, что это, скажем так, естественное снижение цен частично компенсирует последствия отмены льгот. Поэтому, друзья, внимание, резкого скачка все-таки стоимости топлива до рекордных уровней в первые дни июля эксперты тоже не ожидают. Но, тем не менее, общая тенденция остается очевидной, содержание личного автомобиля в Германии обходится все дороже.
И вы знаете, на фоне всех этих изменений для автомобилистов правительство Фридриха Мерца одновременно запускает масштабное обновление правил дорожного движения, уделяя особое внимание именно борьбе с нарушениями. Так, с 1 июля прекращает действовать практика, которая долгое время позволяла отдельным водителям через посредников передавать ответственность за свои штрафные баллы кому другим лицам. То есть ранее законодательство содержало такие правовые пробелы, вокруг которых возник целый рынок подобных услуг. Однако теперь мы с вами увидим, как правило становятся более четкими. За попытку купить или передать чужие штрафные баллы предусмотрена уже ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но и это еще не все. Бундестаг одновременно меняет сроки рассмотрения дорожных правонарушений, увеличивая их с прежних, напомню, 3 до 6 месяцев. Это важное изменение означает, что если камера контроля скорости все-таки зафиксировала серьезное превышение или было зарегистрировано другое нарушение правил парковки и дорожного движения, официальное уведомление о штрафе может прийти вам намного позже, чем многие водители привыкли раньше. То есть рассчитывать на то, что дело будет, скажем так, автоматически закрыто из-за истечения прежних сроков, теперь станет намного сложнее, поэтому автомобилистам стоит особенно внимательно относиться к соблюдению правил на дорогах. Следующее изменение. Многие друзья из вас знают, что на июль приходится пик проведения знаменитых мероприятий CSD, которые в Германии проходят под названием День Кристофер-стрит. История этих мероприятий, я сразу хочу напомнить, берет начало еще в 1969 году и связана с событиями на улице Кристофер-стрит в Нью-Йорке. Если вы планируете поездки по стране, стоит учитывать изменения в движении транспорта. Крупный парад в Кёльне, например, пройдет уже буквально 5 июля, а в Берлине аналогичное массовое шествие официально назначено на 25 июля. Праздничные мероприятия затронут многие федеральные земли, поэтому региональные власти рекомендуют заранее следить за местными новостями и схемами движения транспорта, чтобы избежать тех длительных задержек и перекрытий на ключевых городских маршрутах. Одновременно с этими мероприятиями для миллионов жителей Германии стремительно приближается и один из самых, друзья, важных сроков года в отношении с государственными ведомствами. То есть наступает крайний срок для подачи ежегодной налоговой декларации. Все категории граждан, которые по закону обязаны отчитываться перед ведомством Финансамт, должны подать документы до, внимания, 31 июля текущего года. Если же вы планируете заполнять декларацию самостоятельно, времени остается, вы видите, уже не так много. Пропуск установленной даты без уважительной причины может привести к начислению пени за просрочку, а вот итоговая сумма дополнительных расходов в отдельных случаях даже способна достигать нескольких сотен евро. Однако и здесь предусмотрены два полностью законных способа, друзья, получить дополнительное время. Вы должны знать, первый вариант – это официально поручить подготовку документов профессиональному налоговому консультанту или, например, обратиться в специализированный союз помощи налогоплательщикам. В таком случае срок подачи автоматически продлевается до конца февраля 2027 года, что, соответственно, дает больше времени для подготовки отчетности. Дальше, второй вариант касается тех граждан, которые не обязаны подавать декларацию в обязательном порядке, но все-таки хотят сделать это добровольно для возврата переплаченных налогов. Поэтому таким людям закон предоставляет гораздо, друзья, более длительный срок до 4 лет после окончания соответствующего налогового периода. Благодаря этому многие жители Германии могут вернуть часть ранее уплаченных средств, причем средняя сумма возврата, я напомню, нередко достигает около 1000 евро, которые поступают на ваш банковский счет после обработки декларации налоговыми органами.
И еще одно изменение в сфере налогового администрирования Германии: с 1 июля начинается один из самых важных этапов цифровизации последних лет. Миллионы жителей страны смогут намного проще, друзья, взаимодействовать с налоговой системой и, соответственно, тратить гораздо меньше времени на заполнение многочисленных форм и документов. Государство запускает новую функцию автоматического декларирования доходов через смартфон или планшет, которая позволит многим гражданам Германии отправлять отчетность максимально быстро и удобно. На стартовом этапе эта возможность станет доступной примерно для 11,5 миллионов налогоплательщиков. То есть в первую очередь в программу включены одинокие работающие граждане без детей, а также миллионы немецких пенсионеров. Как же это все работает? Вы просто открываете на телефоне официальное государственное приложение и получаете на экран уже предварительно подготовленный документ вместе с расчетом налога. Все необходимые вычисления ведомства финансов выполняют автоматически, используя цифровые данные за прошлый налоговый год, которые ранее были переданы работодателями, пенсионными фондами и страховыми организациями. Если после проверки вы полностью, друзья, согласны с расчетом, остается лишь подтвердить отправку декларации одним нажатием. Если же у вас появились дополнительные расходы на лечение, например, обучение, рабочие поездки или другие разрешенные вычеты, систему можно, соответственно, дополнить необходимыми данными перед окончательной подачей документов. И еще это не все. Одновременно Германия проводит масштабную реформу системы социальной поддержки. Знаменитое пособие Bürgergeld с июля официально переходит в новую систему Grundsicherung, что переводится как базовое социальное обеспечение. При этом размер ежемесячных выплат для большинства получателей на первоначальном этапе останется без изменений. Однако, друзья, правила внутри системы становятся более строгими. За пропуск обязательных встреч с консультантами или, например, отказ от предложенных вариантов трудоустройства законодательство предусматривает уменьшение выплат вплоть до 30%. Но наиболее важные изменения касаются именно правил учета личных накоплений. До настоящего времени, вы знаете, в течение первого года получения помощи действовал период ожидания, который позволял сохранить на счетах сравнительно крупные суммы собственных средств без какого-либо влияния на право получения поддержки. А вот с 1 июля этот порядок отменяется. Размер доступных накоплений теперь напрямую будет зависеть от возраста человека и устанавливаться по новым правилам. Если объем личных средств превышает предусмотренные лимиты, эти активы могут учитываться при рассмотрении права на получение вашей социальной помощи. Поэтому многим получателям поддержки придется внимательно следить за состоянием своих счетов, накоплений и, соответственно, других финансовых активов при обращении за выплатами. Следующее изменение. Для миллионов любителей путешествий в Германии июль приносит весьма приятную новость от Бундестага. Государство официально снижает авиационный налог на все абсолютно пассажирские рейсы, вылетающие из немецких аэропортов. Согласно утвержденным поправкам, налоговая нагрузка на один авиабилет уменьшается на сумму от 2,5 до 11,4 евро в зависимости от дальности маршрута. Давайте я приведу вам разбивку по полетным зонам. Для коротких внутриевропейских перелетов сбор снижается с 15,53 евро до 13,3 евро. Для среднемагистральных направлений с 39,34 до 33,1 евро, а вот уже на дальних межконтинентальных рейсах налог уменьшается с 70,83 до 59,43 евро. Однако за этими изменениями остается важный вопрос, который интересует большинство пассажиров. А почувствуют ли они реальную экономию при покупке авиабилетов? Расчеты показывают, что конечная стоимость перелета по-прежнему зависит именно от ценовой политики, кого правильно, самой авиакомпании, включая тоже Lufthansa и бюджетных перевозчиков. Некоторые компании могут использовать снижение налоговой нагрузки для компенсации собственных расходов, не меняя при этом для вас стоимость билета.
Поэтому окончательный эффект для кошелька пассажиров станет нам с вами уже понятен только после того, как авиаперевозчики обновят свои тарифы. И дальше, наверное, друзья, один из самых приятных моментов. Параллельно с началом сезона отпусков миллионы немецких семей уже готовятся к летнему отдыху, ведь июль, вы знаете, в Германии это официальный старт долгожданных школьных каникул. Традиционная система распределения летних каникул устроена таким образом, чтобы избежать чрезмерной нагрузки именно на дороги, аэропорты и туристическую инфраструктуру, поэтому федеральные земли Германии уходят на отдых поэтапно. С первых чисел июля каникулы начинаются в Гамбурге, Берлине, Бранденбурге, Бремене и в самой густонаселенной земле Северном Рейне-Вестфалии. В то же время на юге страны учебный год продолжается дольше. Например, в Баден-Вюртемберге летние каникулы стартуют лишь в конце июля, а Бавария традиционно отправляет школьников на отдых только в августе. Но вы знаете, вся эта атмосфера летнего отдыха будет тесно связана с главным футбольным событием года, за которым жители Германии внимательно следят у экранов телевизоров и в спортбарах. 19 июля на стадионе MetLife в американском Ист-Резерфорде состоится финал. Финал, друзья, чемпионата мира по футболу. Этот турнир впервые в истории одновременно принимает сразу 3 страны, напомню, Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика. А участие в ней примут рекордные 48 национальных сборных. Сможет ли Бундестим добраться до решающего матча после не самых, скажем так, удачных выступлений на предыдущих турнирах, станет понятно уже по итогам стадии плей-офф. Поэтому любители футбола в июле ожидают по-настоящему насыщенный месяц. А вот дальше еще больше. Любителям выгодного интернет-шоппинга за пределами Евросоюза с 1 июля придется учитывать новые дополнительные расходы. Если вы, друзья, регулярно заказываете через азиатские или американские маркетплейсы недорогие беспроводные, например, наушники, брендовые кроссовки или популярные коллекционные игрушки Лабубу, стоит вам заранее обратить внимание на изменения в правилах ввоза товаров. Брюссель отменяет действовавшие ранее, напомню, льготные условия и вводит, соответственно, фиксированный таможенный сбор в размере аж 3 евро за отдельные категории товаров в посылках стоимостью до 150 евро. Как же все это будет на самом деле происходить? Сбор будет начисляться дополнительно уже к существующему налогу на импорт, который покупатели оплачивают, вы знаете, при оформлении заказа. Поэтому, если в одной посылке находятся, скажем так, несколько разных товарных категорий, итоговые дополнительные расходы могут оказаться выше, чем многие из вас ожидают. При этом покупки внутри Европейского Союза по-прежнему, напомню, остаются свободными от подобных сборов, за исключением традиционных подакцизных товаров, вы знаете, это кофе, алкоголь, сигареты и никотиновых жидкостей. И это еще не все. Одновременно с этим на рынке труда Германии вступает в силу долгожданное правительственное постановление, которое принесет дополнительные доходы большому числу работников. Власти Фридриха Мерца официально повышают минимальные ставки оплаты труда в сфере ухода за пожилыми людьми. С 1 июля минимальная почасовая оплата для ассистентов и помощников по уходу увеличится с прежних 16,10 до 16,52 евро в час. Для сертифицированных помощников, например, со стажем минимальная ставка вырастет до 17,80 евро в час, а дипломированные специалисты по уходу теперь по закону не смогут получать даже менее 21,03 евро за каждый отработанный час. Все эти тарифы действуют одинаково как в западных, так и восточных федеральных землях Германии и являются обязательными для работодателей, работающих в данной отрасли. Под действием новых правил в амбулаторных службах и стационарных домах престарелых подпадают около, напомню, 1 300 000 работников. Однако на частные домохозяйства и сиделок, которых семьи нанимают сами, то есть напрямую, данные нормы не распространяются, друзья, запомнили? Более того, нынешнее повышение является лишь первым этапом дальнейших изменений, поскольку уже на 1 июля 2027 года запланировано следующее увеличение этих ставок.
Согласно действующим планам, минимальная почасовая оплата для помощников по уходу вырастет еще до 16,95 евро. А теперь внимание, для пенсионеров Германии. Для многих пожилых граждан июль приносит важное увеличение пенсионных выплат. С 1 июля официальные пенсии по всей стране повышаются на 4,24%. Это ежегодное изменение затронет более 21 миллиона человек-пенсионеров. Например, если ваша базовая пенсия сейчас составляет 1000 евро в месяц, то с июля ежемесячная выплата увеличивается примерно на 42,40 евро. В Германии такие корректировки проводятся регулярно, вы знаете, и связаны с динамикой заработных плат и общими экономическими показателями. Поэтому сегодня это повышение рассматривается как часть той плановой индексации доходов. Но есть и другие изменения. Параллельно с социальными выплатами правительство Германии вносит корректировки в сфере экологического и сельхозхозяйственного регулирования, уделяя внимание вопросам защиты фермерских хозяйств. В силу вступает изменение в федеральный закон об охоте, согласно которым серый волк включается в список видов, для которых допускается регулируемый контроль численности. В рамках этих правил федеральные земли получают право самостоятельно устанавливать квоты и условия регулирования популяции в регионах, где фиксируют рост численности хищников до определенного уровня. Но все же предлагаю прямо сейчас еще перейти к следующим изменениям. Финальный и важный бытовой закон с 1 июля вводит новые правила в сфере утилизации мелкой электроники, что соответственно затрагивает большое количество потребителей. Бундестаг обновляет порядок обращений с использованными одноразовыми электронными сигаретами и вейпами. С 1 июля вступает в силу поправка к немецкому закону об электрическом и электронном оборудовании, которая обязывает торговые точки, продающие такие именно товары, принимать их обратно у населения без дополнительной платы. Понятно? Сдать использованное устройство теперь можно будет в ближайшем буквально киоске, табачной точке или на кассе автозаправки без необходимости искать специализированные пункты переработки. Основная цель этой реформы – это, конечно же, снижение рисков, связанных с неправильной утилизацией аккумуляторов в бытовых отходах. На этой аналитической ноте наш подробный обзор завершается. Завтра я снова буду ждать вас здесь же с новой порцией актуальных новостей о законах, налогах и изменениях, которые касаются финансов в Европе. Если вам был полезен сегодняшний разбор про отмену скидок на топливо, изменения в дорожных правилах, налоговые нововведения в один клик и корректировки в системе Grundsicherung с 1 июля, подпишитесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.